Всем привет, народ! Сегодня я вам покажу новый Telegram-бот. Называется он Warpix, то есть Warpix, война пикселей. Это от разработчиков у нас Telegram-бот Voxel. И сразу перед тем, как мы начнем, крайне не советую принимать участие в подобных проектах. Заходить в Telegram-боты, в мини-апки, в тапалки и тому подобное. Тратить туда деньги свои. Не лишайте себя самого драгоценного ресурса, своей личной жизни, своего личного времени. А деньги, которые вы туда вносите, лучше потратьте на себя, на своих близких, родных и любимых. А мы начинаем, и давайте обсудим, что вообще это за Telegram-бот. Разработчики Voxel у нас недавно выкатили эту новость о том, что у них появился новый Telegram-бот. У них он появился в заданиях в Voxel. Если нужно, не знаете, что такое Voxel, да, закреплю здесь ролик про Voxel. Смотрите, пожалуйста, что за игра, что за Telegram-бот. Но крайне не советую заходить в подобные проекты. И они сделали там задание, что нужно перейти в этого бота и поиграть в него, там получаем там награду. И вот что у нас здесь с этим ботом. Сейчас этот бот находится у нас на бета-тестировании, то есть бета-тест проходит, это еще даже не альфа-версия, но мы здесь уже можем зарабатывать поинты, и даже есть шанс заработать у нас тон. На бета-тестировании после окончания бета-тестирования разыграется тон для участников данного бета-теста. Бета-тест открытый, вы свободно можете в нем принять участие. У них, когда стартует бот, сразу есть описание, что в игре здесь происходит. И здесь следующее у нас описывается. Читаю для вас, кому лень переводить, читать. Привет, добро пожаловать в Warpix. Дайте волю своему творчеству и получайте награды. Творчества здесь как такового нет. Это вам не NotePixel, да, где можно было рисовать все, что угодно. Здесь немножечко другое. Посмотрим потом это все поближе в боте. Warpix — это веселая бесплатная игра, в которой вы можете раскрашивать пиксели. Не можем мы там раскрашивать пиксели. Немножечко они тут лгут. В которой вы можете раскрашивать пиксели, сражаться с другими игроками и получать реальные бонусы. Этот проект Airdrop. То есть здесь у нас будет airdrop, по сути как написано, вознаграждающий вашу активность. Готовы подняться в таблице лидеров и заработать очки? Давайте начнем. Как играть? Выбираете страну, начинаете раскрашивать пиксели на карте с 217 981 пиксель. У нас карта получается. Каждое действие влияет на игру. Сражайтесь за лидерство, получайте бонусы. Да? Энергия. Раскрашиваете пиксели, тратите одну энергию, получаете одно очко Warpix, то есть point, 1 point. Очки конвертируются в реальные токены, которые вы можете продать. Airdrop и награды. Каждое действие вознаграждается. Чем активнее вы, тем больше ваши бонусы. И давайте переходить в сам бот. Покажу, что здесь вообще происходит. Один, потому что из моих подписчиков просил снять обзор. Снимаю обзор, рассказываю свои мысли вообще, что это за бот. Итак, сверху у нас сразу написано, что это бета-тест, версия 1.02. То есть уже один поправляли баг, получается, потому что 0.2 у нас не 0.1. Возможно, мы уже в 0.2 играем, то есть у них была 0.1, они сами ее тестили, и теперь это 0.2. И здесь онлайном не очень много игроков. Видите, на данный момент это 23. По сути, ботом сейчас пользуется в месяц 55 тысяч игроков, но это полная ерунда. Здесь столько нету. Вот, показывает он онлайн 23 игрока. И что у нас здесь есть? У нас здесь есть карта мира. Континенты без северного и южного наших ледяных материчков. То есть основные континенты. Что далее? Здесь мы с вами выбираем страну, и они, так как описывают, что это бесплатная игра, тут они тоже немножечко лукавят. Чтобы начать игру, нужно все равно внести звезды. Немного, совсем немножечко, но все же нужно. Так что игра не бесплатная, если так рассуждать. Выбираем мы здесь с вами страну, то есть покупаем флаг этой страны. Можем приобретать несколько флагов, хоть все их купить, эти флаги, и использовать их для раскрашивания. Итак, континент у нас до этого был серый, сейчас все уже закрашено. Вот такой он был серый, видите, пока прогружается. Сейчас все закрашено разными флагами. Итак, выбирая какой-то определенный флаг, мы с вами выбираем какую-то определенную сторону. И сейчас на данный момент у нас Куба на первом месте, флаг Кубы. Вот, площадь больше всего они уже занимают, 117 тысяч квадратных километров. Вот, кто такие кубинцы? Это не настоящие кубинцы, есть... У нас телеграм-канал, который освещает у нас Voxel. Администратор, собственник, блогер, как вы можете назвать как угодно, этого канала, собственник, да, он у себя подбил всех подписчиков, чтобы
Они покупали флаг Кубы, и они выступают типа за Кубу и захватывают территории. Они начинали с самых низов и сейчас пробились на первое место. Молодцы, у них командная игра, то есть они постоянно отбивают свои территории. И что у нас? На втором месте у нас российский флаг, на третьем украинский флаг, США тут и даже это, если не ошибаюсь, Греция, да? Вот. В чем заключается суть? Выбирая флаг, вот переходим поближе, мы с вами просто закрашиваем пиксели. Автоматически у нас здесь флаг появляется, то есть если мы зайдем куда-нибудь с уголочка, да, давайте вот здесь, допустим, выберем и начнем с вами вот, ну это уже территория получается, флагом российским закрашена, да, вот, если мы начнем тут, собирать вверх, допустим, у нас, начнется флаг наш выбранный с вами появляться в расширенном уже виде, то есть занимая какую-то определенную площадь. Также, занимая территории, здесь все территории уже заняты, нам их нужно обратно отвоевывать, то есть чужой флаг закрашивать своим флагом и тем самым отбирать территорию у соперника. И у нас здесь с вами дается 50 энергии. То есть энергия у нас здесь восстанавливаемый ресурс. Он каждую минуту восстанавливается по одной энергии. Но его здесь можно пополнять также, опять же, за донаты. Игра не совсем бесплатная, как я и сказал. Можно восстанавливать за просмотр рекламы. И давайте я сейчас потрачу все свои пиксели и продемонстрирую, как это приблизительно все выглядит. Итак, когда у нас кончается энергия, появляется такое поле, где мы можем купить энергию. Пакеты разные, но смысл в чем, что одна энергия стоит одну звезду, приблизительно вот в таком коэффициенте. То есть здесь, по сути, нету пакетов оптом, да, то есть если бы я покупал 10 тысяч энергии, это бы стоило подешевле. Нет, одна звезда, одна энергия. То есть, теоретически, плюс-минус это можно там, не 2 цента, это где-то, 1,5 цента стоит одна энергия. И также бесплатно мы можем здесь нажать, не будем нажимать, отвлекать от этой рекламы. Нажать сюда, посмотреть рекламку, заработаем 5 энергии. И здесь после каждого закрашивания нам добавляется, видите, поинты Warpix. У меня сейчас вот 1500 поинтов. Я, если честно, здесь очень много не играю. Там раз в день захожу, потому что, чтобы здесь зарабатывать много этих поинтов, нужно либо вот купить энергию и очень-очень много натыкать, либо постоянно здесь находиться, потому что энергия восстанавливается каждую минуту, то есть в течение 50 минут, там буквально меньше часа, восстанавливается полный комплект энергии. Нужно каждый час, образно говоря, заходить, чтобы ее тратить, чтобы зарабатывать эти поинты. Вот, но кто, в принципе, упорный, кто хочет это делать, игра по сравнению с NotePixel очень скучная, то есть здесь нельзя как-то рисовать, как в NotePixel, да, какие-то свои картинки, то есть собираться командой там 20, 30, 40, 50 человек и рисовать какую-то картинку, допустим, собственно, там клана, не знаю, собственный флаг, там, собственную эмблему. Здесь такого нету, здесь выбранный флаг и все. То есть никакого творчества здесь, как описывают нам разработчики, нету. То есть здесь все просто вот в таком цвете. Как нам обещают, вот эти самые поинты Warpix нам будут конвертированы в токены. Как они будут называться, не знаю, может WP, что-нибудь такое. Warpix, не знаю, можно взять такой, получается, кикер или нет, я не знаю, вот. Что у нас по флагам? Флагов здесь не так много, не столько, сколько у нас стран, конечно, на нашей планете Земля существует, но, в принципе, есть здесь разнообразные. Все перечислять не буду, то есть, какие есть, и вы из какой там страны можете глянуть. В принципе, я думаю, теоретически что-то такое, крупные страны какие-то есть здесь. Основные, которые, я думаю, у нас в Телеграме находится, это аудитория, да, там, СНГ стран, да, Европы там и Америки, здесь они есть, потому что, азиатов у них свой есть мессенджер, да, там, лайны, вичаты и тому подобное, да, у нас вот Телеграм, так что здесь, я думаю, основные вот такие вот европейские, вот арабские страны тоже есть. Вот, Unlock стоит 25 звезд. То есть 25 звезд стоит разблокировать один флаг. То есть я сейчас могу разблокировать там, не знаю, турецкий вот флаг, там, британский флаг. И здесь его и тоже использовать. То есть разблокировать все могу флаги и все флаги использовать. И то есть присоединяться к какой-то той или иной команде, которая выигрывает, образно там говоря. Либо вот как я одним флагом пользоваться. И что мы здесь получаем? Первое, у нас есть здесь мэп. Карта, второй лидерборд. Сейчас вот Куба у нас на первом месте, Россия на втором, Украина на третьем, да, там Соединенные Штаты у нас на четвертом. И вот здесь все равно, видите, множество стран существует. По сути, вот 43 страны принимают участие сейчас в данном проекте. И у кого-то тут один вот пиксель, да, если кто-то выбирал. И у нас здесь обещали нам все-таки розыгрыш тона, о котором я и говорил. Приз будет 1000 тонн. С 1 по 5 место
получат люди, ну это у кого больше всего будет вот этих поинтов, получается, в Arpix, да, получат по 50 тонн, а с 6 по 15 место вот по 25 тонн, и с 16 по 65 место получат по 10 тонн. Но здесь для этого нужно прям сидеть, сидеть и сидеть. Стоит ли оно того или нет, сразу скажу, не стоит. Не стоит ваша жизнь, ваше личное время потраченное, потому что жизнь вообще бесценна, не стоит вот этих вот тоннов, всяких разных тонов, и тем более в таких маленьких количествах. Но вы тут принимаете как бы решение самостоятельно. Также у нас здесь есть уже лидеры, лидерборд, где игроки, у которых есть уже по 350 тысяч этих поинтов. Представьте, насколько нужно было. Ну, это, скорее всего, с донатами здесь это зарабатывалось. То есть вот человек стремится забрать 50 тонн. То есть лидерборд здесь тоже присутствует. Ну, наверное, меня здесь в этом лидерборде, вот здесь 100, топ-100 получается, меня здесь, скорее всего, нету, потому что, ну да, у меня вот 1500, здесь 3800 ближайшее, самое последнее, точнее. Вот лидерборд тоже присутствует. И он здесь есть такие же простые задачи: подписаться на канал, пригласить друзей, там количество вот друзей до 10 можно, и также открыть там 1 континент, 3 континента, страны, точнее, country, и 5 стран. Тоже за это дают здесь энергию и поинты в Arpix. Также реферальная система. За каждого приглашенного реферала вам дают 50 Warpix поинтов и 25 энергии. Возможно, потом в будущем еще сделают какой-то процент, да, там, от баланса, либо от заработанных варпиксов там, вашим приглашенным другом. И у нас здесь есть кошелек, который появится позже, на котором нам будет тон падать, на которых у нас будут отображаться поинты, которые мы потом, возможно, как и в Voxel, сможем в какое-то время конвертировать в тон, да, там, раз в месяц, там, раз в 3 недели. И вот он появится у нас, по сути, через 23 дня. Вот бета-тест будет идти 23 дня. Так что вот такой вот Telegram-бот. Он очень простенький, сделанный, скорее всего, прям на коленке и прям шариковой ручкой. Ничего здесь сложного нету. И я бы вам крайне не советовал принимать участие в подобных проектах. Я здесь толком играть не буду, потому что здесь нужно ума времени. И здесь не особо интересный для меня геймплей. Не люблю я такой геймплей вообще прям. Но меня просили сделать обзор. Я делаю обзор, как бы. Если вам интересно, ссылочки будут в описании. А я с вами прощаюсь. Всем пока, народ.